Когда свет на сцене начал гаснуть, а фотографы опустили камеры, атмосфера за кулисами отеля W Корея разительно изменилась. Громкие возгласы публики сменились приглушенным гулом уборщиков, топотом обуви по мраморному полу и тихим шепотом сотрудников, провожающих гостей из зала. Тэхён глубоко вздохнул, и улыбка, которая всегда не сходила с его лица перед камерами, растаяла. В тот вечер он появился в элегантном черном костюме с небольшой золотой брошью на левой груди, простой символ, но полный смысла. Он оглядел все вокруг, убедившись, что все идет гладко, прежде чем медленно поднять воротник своего слегка свободного костюма. В углу зала стоял Чингук, небрежно, но аккуратно одетый, в угольно-серой кожаной куртке, контрастирующей с теплой аурой его лица. Он только что закончил фотосессию с несколькими другими гостями, но его взгляд каким-то образом неизменно останавливался на этой фигуре. И когда их взгляды наконец встретились, Тэхён лишь медленно приподнял брови и улыбнулся легкой улыбкой, которую было несложно понять. «Устал?» — тихо спросил Чингук, когда они наконец встали рядом в дальнем коридоре, подальше от камер. Тэхён усмехнулся. «Ничего страшного. Но я забыл, какой тяжелый этот костюм». Он похлопал себя по плечу, затем взглянул на Чингука. «Ты выглядишь таким расслабленным, да, как будто тебя только что не окружили СМИ». Чингук лишь улыбнулся, а затем слегка опустил взгляд. «Я привык к твоему присутствию». Тэхён пристально посмотрел на него секунду, две, а затем отвел взгляд, притворившись, что занят починкой часов. «Ты всегда знаешь, как все взбудоражить, даже когда вы вдвоем». Они оба тихо рассмеялись. Это был тихий смех, но искренний. Тот смех, который вырывался наружу только тогда, когда они могли быть самими собой, непринужденно, не по сценарию, неестественно. Несколько сотрудников прошли мимо, вежливо поприветствовав их, и они немного отошли друг от друга, просто формальность. Но даже расстояние между ними не могло скрыть той связи, которая всегда была. Того, как Чингук смотрел на него, того, как Тэхён слегка опускал глаза, когда замечал его взгляд. Когда мероприятие наконец закончилось, и гости начали расходиться, Чингук оглянулся на Тэхёна. «Я сейчас пойду домой. Ты поедешь со мной». «Минутку, мне еще нужно поприветствовать кое-кого», — мягко ответил Тэхён. «Но я догоню позже. Не торопись». Чингук кивнул, но его губы слегка изогнулись, как у того, кто уже запомнил этот ритм. Он знал, что даже без сообщения Тэхён последует за ним. Он знал, что после такого масштабного мероприятия всегда наступала короткая пауза, и они снова встречались не на публике, а за закрытыми дверями машины, в тихом коридоре отеля или даже в небольшой комнате ожидания, освещенной лишь мягким светом. Несколько минут спустя, когда ночное небо Сеула начало заполняться огнями города, на нижней парковке остановилась черная машина. Чингук уже сидел внутри, на шее у него висели наушники, но музыка не играла. Когда боковая дверь открылась, тесное пространство мгновенно наполнил тот же аромат духов, что и на сцене. Тэхён вошел, не сказав ни слова, мягко прикрыв за собой дверь. В мгновение ока внешний мир исчез. Ни камер, ни репортеров, ни домыслов. Только двое, сидящие в тишине, но тихой, а не неловкой. «Я видел тебя на большом экране», — наконец произнес Чингук тихим голосом. «Ты выглядишь потрясающе». Тэхён повернулся с улыбкой мягче, чем когда-либо на публике. «Ты тоже». Тишина вернулась, но уже другой. Дело было не в затянувшемся изнеможении от этого события, а в утешении, которое приносило просто осознание того, что, несмотря на постоянные интерпретации внешнего мира, в этом тесном пространстве им не нужно ничего объяснять. Машина тронулась, оставляя здание W Корея тускнеть вдали. За окнами, словно звезды, мерцали городские огни. Чингук на мгновение задержал взгляд на сцене, а затем взглянул на Тэхёна.
«На мгновение», — тихо сказал он, — «я забыл, что все за нами наблюдают». Тэхён посмотрел перед собой, а затем ответил: «Забудь. Иногда самое лучшее — это то, что не нужно видеть». Но в укромном углу, никем не замеченные, среди теней полупогасших огней маячили два силуэта — Тэхён и Чингук. Тэхён смотрел в большое зеркало на стене, его отражение все еще выглядело так, будто он был на сцене. Опрятный, элегантный, его костюм все еще отражал после свечения прожектора. Но под этим отражением была усталость, которую он смог проявить только когда все ушли. Чингук молча подошел ближе. У него не было ни улыбки камеры, ни сценического обаяния. Просто он сам, простой, со слегка растрепанными волосами и мягким взглядом. «Все кончено, тихо пробормотал Чингук. Тэхён кивнул, не поднимая глаз. «Все кончено. Но это странно, как будто все это временно». Чингук усмехнулся тихим, но ободряющим голосом. «Разве все не временно?» Эти слова заставили Тэхёна наконец посмотреть на него. Между ними было что-то, не просто знакомство, не просто комфорт. Скорее, понимание, не требующее объяснений, безмолвный язык, понятный лишь двум людям, прошедшим бок о бок сквозь одни и те же бури. В ту ночь в Сеуле было холодно, но в этом тесном пространстве царило тепло, исходящее не от холода, а от взаимного успокаивающего присутствия. Чингук погладил слегка отогнутый рукав куртки Тэхёна, движение спонтанное, неосознанное, словно вошедшее в привычку. Каждый раз, когда мероприятие заканчивается, оно кажется сном, тихо сказал Тэхён. Все кричат, все камеры мигают, но когда гаснет свет, все просто исчезает. Чингук долго смотрел на него, а затем тихо ответил: «Может быть, потому что реальность — это только то, что происходит после того, как гаснет свет». Эта фраза заставила Тэхёна на мгновение замереть, а затем медленно улыбнуться. Улыбка, которая предназначалась только человеку, стоявшему перед ним. Когда они, наконец, вышли из задней комнаты, коридор был пуст. Остался лишь аромат духов, шелка и мягкий стук шагов по мраморному полу. Снаружи роскошные автомобили один за другим покидали здание, провожая гостей обратно в их собственные миры. Тэхён шел впереди, а Чингук следовал за ним. Разговоров не было, только звук шагов в сочетании со звоном металлической цепочки на запястье Чингука, тихий звук, который раздавался только при достаточно близком расстоянии. Как только они добрались до подземной парковки, воздух изменился. Было тихо, но успокаивающе. Тэхён остановился перед черной машиной, ожидавшей в углу, с приглушенным светом в салоне. Он повернулся к Чингуку, и какое-то время они просто стояли, молча глядя друг на друга. «Я рад, что ты пришел», — наконец сказал Тэхён. Чингук на мгновение опустил взгляд, а затем снова поднял его. «Я тоже. Я думал, что этот вечер будет пустым без тебя». В этих словах было что-то более глубокое, чем просто вежливость. Словно признание, скрытое за легким тоном. Тэхён это знал. И он также знал, что не на все нужно отвечать словами. Иногда достаточно было неотводящего взгляда, присутствия, которое не отпускало.